Большинство новичков открывает график и видит полный хаос. Свечи, линии, постоянное движение цены, и человеку начинает казаться, что трейдинг — это какая-то попытка просто тупо угадать случайность. Но проблема в том, что большинство людей вообще не понимает, что именно показывает график. Потому что график — это не просто картинка. Это след решений миллионов людей. И сегодня я хочу простым языком показать вам, что такое график на самом деле. Почему опытный трейдер смотрит на него совсем не так, как новичок. Почему стоит смотреть это видео? Потому что когда-то, когда я только начинал свой путь в трейдинге, подобного рода видео вообще не существовало. Они были похожие названия. Проблема в том, что суть видео заключалась в том, чтобы я перешел по реферальной ссылке. А где суть, где объяснение, где понимание? Вот поэтому я и создал данный канал для того, чтобы объяснить все максимально доступным языком и показать, как это происходит по-настоящему, для того, чтобы вы сэкономили большую часть своего времени в трейдинге. Смотрите, когда мы видим с вами график, в данном случае у нас есть две градации. Первая — это цена какого-то актива, и это время, которое происходит. Время отображает, каким был баланс продавцов и покупателей. Если мы с вами видим, что в какой-то период времени баланса этого не было, например, покупатели были активнее, чем продавцы, мы увидим с вами движение вверх, мы увидим с вами бычьи свечи. Если же мы в какую-то единицу времени увидим, что появились там красные либо черные свечи, мы скажем, что баланса тоже не было, и медведи были сильнее быков. Они заставили цену упасть ниже. Вот эта вертикальная линия покажет как раз соотношение того, кто был успешнее в этот период времени. Именно соотношение цены и времени формирует след, который оставляет за собой график. И если объяснять это максимально просто, то график — это всего лишь история изменения цены во времени. Все, больше ничего. И в этот момент мы должны зафиксировать. График показывает, как менялась цена, где она росла и где она падала. Это отражает то, как в конкретный момент времени вели себя участники рынка. Например, мы с вами можем продолжить данный график. В какой-то день X, 14, например, апреля, цена данного актива стоила $66. Но появился большой спрос покупателей, и продавцы не смогли удовлетворить этот спрос. Соответственно, когда покупатели хотят купить актив, исполняются первые ближайшие заявки, и стакан пустеет, цена начинает расти выше до $68. Этот процесс не всегда происходит за 1 минуту. Он может продлиться, в данном случае, например, 2 дня. И за 2 дня в процессе торговли между быками и медведями, поскольку заявок быков было больше, цена поднялась выше. Но, например, 16 числа часть быков начала фиксировать свои позиции, и в моменте они перевернулись, стали медведями. То есть, когда вы закрываете позицию, вы продаете свой актив. Вы покупаете его дешевле, чтобы продать дороже. Соответственно, вы точечно зафиксировались, и эта фиксация закончилась, допустим, 17 числа. После чего большее количество людей увидело, что происходит некое движение вверх, и захотели тоже купить. Продавцы все еще не справляются с данным объемом, и цена поднимается выше. И таким образом мы с вами видим, что в рамках взаимодействия одних покупателей и других продавцов у нас происходит движение цены. Но оно происходит ежеминутно, ежедневно, ежечасно, и это мы увидим с вами на шкале время. Важно зафиксировать. Цена двигается, потому что покупатели и продавцы совершают в этот момент сделки. Не может быть так, что цена двигается просто так. Она не сможет двигаться без сделок. В этом и есть суть движения цены. Остановка торгов останавливает график. Когда мы с вами посмотрим на обычный график, нам покажется, что это какой-то хаос. Ведь за одну и ту же единицу времени происходит много всяких движений. В данном контексте эта хаотизация понятна. Вы не понимаете, что за собой представляет цена,
Однако в данной точке вам и не нужно понимать, куда она приведет. Пока вы не осознаете то, что цена показывает историю взаимодействия, скорее всего, вы дальше не продвинетесь. Почему? Очень во многих торговых стратегиях, в будущем, которые вы будете рассматривать, из-за истории взаимодействия люди будут предполагать, что будет дальше. Индикаторы, которые вы будете видеть, из-за истории того, как происходили действия на этом индикаторе, люди предполагают, что будет дальше. На самом деле, история, она уже случилась. Быки уже все там купили, зафиксировали, продавцы уже все продали, зафиксировали. История произошла. Если вы сейчас упустите вот этот момент, почему сама цена движется, да, то есть, еще раз повторим, в данный момент там, по $51 появилось большее количество быков, либо медведи просто физически уже распродали все свои активы, у них нету их. Да, они не готовы продавать больше там по $52. Они бы хотели продать по 59. И поэтому они просто там, если вдруг даже есть заявки, они просто перемещают их выше, потому что не хотят. Ну все, я не хочу по 52 тебе продавать. Я поставлю отложку по 56. Вот купи у меня по 56. А быки в этот момент готовы скупать актив, потому что у них происходит, ну, допустим, понимание, желание. Их анализ говорит, что сейчас мы пойдем вверх, и они в процессе это делают. Но они уже вот здесь купили, и, возможно, вот здесь зафиксировались. Либо, наоборот, ждут еще выше. То есть уже все случилось. И вот это понимание процесса того, что произошло и что происходит сейчас, оно позволит вам в будущем получить большее преимущество перед другими участниками. Также нужно зафиксировать, что данный график, он показывает не только историю, он показывает, какие эмоции людей происходили в этот момент. Сейчас мы проговорим эмоции и быков, и медведей в определенное время. Это можно расписать на каждом таймфрейме, это можно проговорить на каждом графике, в любом диапазоне. Эмоции будут одинаковы, потому что есть люди, которые торгуют, например, как здесь, на 4 часах, есть люди, которые торгуют, например, на 15 минутах. Эмоция просто разная по времени, однако она одинакова с точки зрения отражения этой эмоции. В самом начале, в данном контексте, у нас, если мы рассмотрим быков, да, выделим, например, эмоции зеленого цвета, скажем, быки здесь испытывают страх. Здесь очень страшно покупать. Здесь нельзя покупать, потому что, ну как же так? Цена падает, видите вот это движение вниз? Здесь очень страшно покупать. Никто не знает, что это такое, но очень страшно. Когда цена начинает показывать первоначальное движение, вот в этом месте у многих людей происходит сомнение. Ну как же так? Но оно же падало. Скорее всего, это просто маленький откат. И вот этот маленький откат в данном контексте, он просто будет являться некой коррекцией, и дальше у нас все-таки будет шорт. Все. Ну какие здесь могут быть еще позиции? Не надо ничего придумывать. Скорее всего, это будет какой-то шорт. Исходя из этого, трейдеры очень часто не принимают никакие решения в данной точке. Мы говорим про быков. То есть быки здесь не принимают никакие решения, и они просто ждут, что будет дальше. Цена уже движется выше, и здесь происходит смена сомнения на мысль, а может это лонг? Да, так и назовем. Может пора? Может пора начинать покупать. И в этот момент трейдер начинает покупать. После чего в данном случае происходит некое движение, которое обламывает его желание. Здесь будет для него надежда на продолжение восходящего движения. И когда цена поднимается выше, здесь будет эйфория. Если мы посмотрим на этот график с точки зрения обычного трейдера, то мы увидим вот такие эмоции. Это ритейл-трейдер. Это мы с вами, когда мы просто смотрим на историю графика. Мы из-за того, что было вот это движение вниз, мы испытывали вот эти эмоции. И когда происходит эйфория, мы не готовы фиксировать прибыль. В данном случае мы хотим покупать еще больше, потому что цена точно растет, и она точно продолжит свое восходящее движение. Если мы посмотрим на историю, как в итоге отрабатывает рынок, то мы увидим, что именно в этой точке, когда у людей больше страх, опытный
трейдер, который является в данном случае быком, его задача вот здесь ждать. То есть задача трейдера ждать. Мы нарисуем его как опытного, не знаю, давайте желтым цветом. То есть опытный бык, он будет ждать. Его задача просто ждать, наблюдать, когда он увидит, что давление шортистов закончилось. Когда сомнения у быков, новичков, неопытных трейдеров происходит, задача опытного трейдера-быка входить в позицию. Здесь у него будет вход в позицию. И в те моменты, когда начинаются первые входы, он фиксирует свою прибыль. Когда происходит эйфория, его уже нет в рынке. Он максимально до конца фиксирует свои позиции. Возможно, еще в рамках этого импульса он присоединяется к сделке. И после этого его нет в рынке. То есть вот так ведет себя опытный бык. И теперь сравните вот эти вот действия, которые происходят между неопытным трейдером, который смотрит на историю, из-за истории принимает решение, и между человеком, который понимает, из-за чего двигается график. То есть график движется из-за нашей эмоции. Мы с вами в эйфории агрессивно по любой цене забери мои деньги, да, заткнись, забери мои деньги и дай мне просто купить. Мы двигаем вот этот график еще выше. И о нас прекрасно фиксируется, да, то есть фиксация — это когда покупатель-бык, в том числе покупатель-бык, закрывает свою позицию, а мы его позицию покупаем. Мы хомяки. Дальше мы посмотрим на эту же историю с точки зрения шортиста. Хотел я шортить, однако рынок очень сильно улетел вверх. Соответственно, мне все еще страшно. Очень страшно. Никто не знает, что это такое, но мне прям очень страшно в данном контексте входить в позицию. Соответственно, я как медведь, новичок, не могу здесь придумать себе шорт. Мне очень страшно. Я не могу войти в позицию. После того, как цена начинает падать, появляется сомнение. А может быть в данном случае у меня появится некое движение вниз, может быть, все-таки надо входить в эту позицию. Естественно, когда принимается решение о входе в позицию, появляется сразу же откат. Очень часто происходит. Вот заметьте, вот когда вы немножко поторгуете, именно так и происходит. То есть, когда вы говорите, может быть, уже пора входить в позицию, появляется откат. После чего случаются молитвы, пожалуйста, продолжи свое движение, и рынок иногда чуть-чуть вас вознаграждает. После того, как вы чуть-чуть оказались правы, рынок вводит вас в стадию эйфории, и вы, естественно, продаете еще больше. Вы входите в шорты еще больше с целью получить еще больше прибыли. Что после этого делает рынок? Разворачивается. В данном контексте, как поведет себя настоящий опытный трейдер, который торгует непосредственно в шорт. В данном случае по своей торговой стратегии, видя эйфорию у товарищей граждан, которые являются лонгистами, он начинает выжидать начала нисходящего движения, потому что после каждой эйфории начинается разочарование. То есть, и, кстати, вот этот вот процесс, его надо дополнить, но это будут в следующих уроках. Когда происходит дальнейшее движение вниз, после выжидания появляется в точке сомнения первоначальные точки входа, которые достаточно быстро фиксируются. После этого, когда на рынке происходит максимальная жадность товарищей шортистов, являющихся хомяками, да, красных товарищей, задача опытного трейдера не быть в рынке. Очень часто позиция опытного трейдера выглядит вот таким вот образом. Мы с вами сможем их увидеть вот так. В данном случае никаких супер больших позиций, супер необоснованных позиций у него не будет. Его задача забирать частично тренд. Вот так выглядит график по-настоящему. Вот так выглядят эмоции на графике по-настоящему. Но что же такое график без понимания, что такое обозначение графика? Когда вы просто открываете график, вы видите какие-то странные свечи.
Обычно они двух цветов. Давайте я уберу индикатор. И у меня тоже они станут двух цветов. Зеленые и черные. На графике существуют свечи. Помимо свечей график может отображаться барами. Вот этими, я не помню, как они правильно называются. Я не понимаю, если честно, до конца их смысл, поэтому даже не буду объяснять, что это такое. Есть вот объемные свечи. Это нововведение. Ага, даже в моей платной подписке недоступны, поэтому они вам не интересны. Но более интересно, конечно, это линия, которая отображает, как двигалась цена. Я на первых порах советую познакомиться со свечами и научиться график видеть как свечи. Допускается как бары, но большая часть людей примет для себя свечи. Что нам покажут свечи? Свеча показывает направление движения цены и манипуляции, которые происходили в рамках этих движений. Историю взаимодействия покупателей и продавцов. Помимо самих свечей, помимо самого графика, график состоит еще из шкалы цены и шкалы времени. Что такое цена? Цена — это стоимость в текущую минуту времени, точку времени, данного актива. То есть, если мы с вами посмотрим вот в это окошко, мы видим Litecoin USD. Что это означает? За один Litecoin готовы отдать столько-то USD. То есть, возвращаемся к цене. За один Litecoin в данную секунду времени, готовы были отдать $109.03. Точнее, даже не готовы были отдать, а состоялась сделка на $109.03. После чего случались следующие сделки, и, например, на данную минуту времени он уже стоил 111. То есть готовы были отдать, и кто-то за эту цену купил. Также мы видим на графике сразу же вкладочку 4 часа. Это таймфрейм. В инструменте для просмотра графиков, там, в биржах, MetaTrader, например, TradingView, это может выглядеть чуть-чуть по-разному, однако логика везде одинаковая. 4 часа — это таймфрейм. Переключившись между таймфреймами, я могу увидеть в рамках каждой свечи то время, которое я здесь выбрал. То есть за какое время прошла вот эта свеча и историю отношений между покупателями и продавцами в рамках этой минуты. А дальше написано Binance. Здесь может быть написана та биржа, та компания, в которой вы торгуете, и график, который вы анализируете. После чего Open, High, Low и Close. Это обозначение свечи. Открытие, закрытие, вверх, низ свечи. Для понимания взаимодействия между покупателями и продавцами. Снизу мы увидим с вами время. При переходе на каждый следующий таймфрейм время будет меняться, потому что график будет то увеличиваться, то уменьшаться. Наша задача понимать вот это. Из чего состоит цена? Например, когда мы с вами откроем, например, китайский юань, то мы увидим 6.810000. Когда мы с вами откроем, например, евро, мы тоже увидим 1.000. Вот эти вот 1.1.15.968 — это обозначение единицы измерения цены. Единица измерения цены обозначается в пунктах или пипсах. На каждом инструменте обозначение пунктов и пипсов оно разное. Для, например, евро 1 пункт равен 0, и 4 цифры после него. Вот эта вот четвертая цифра, шестерка, да, 65, вот здесь шестерка, означает пункт. То есть, если я наведу на график мышку, измерю движение цены, то, например, взяв вот эту свечу, я увижу следующее. Вот здесь вот у меня подписано. Цена двигалась на 0,0068. Мы помним, что шестерка — это количество пунктов. То есть на 6,8 пункта упала цена вниз. Пятая циферка — это пипсы. На 68 пипсов упала цена вот за этот промежуток времени. В рамках одной 15-минутной свечи цена упала на 68 пипсов, либо 6,8 пункта. У индекса, например, пункт обычно равен 0,1 второй циферки. То есть здесь 4476,6. Шестерка — это 1 пункт. Для чего нужен пункт? Пункт определяет размер нашего финансового риска или прибыли в каждой конкретной сделке. И это является одним из обозначений движения цены.
Где-то цена движется совсем мелко, например, как евро, где-то она движется вообще менее мелко, и здесь мы видим, что 0,6, здесь нету дальнейших цифр. Хотя на самом деле они там тоже существуют. При этом есть такая штука, как единица объема сделки. Если вы открываете позицию, вам нужно купить какое-то количество вот этого инструмента. И тут мы познакомимся с вами на графике с пониманием, что такое лот. Чтобы понимать, сколько денег вы заработаете или потеряете при изменении цены на один пункт, да, помним, что это предпоследняя циферка, например, на евро, то нам необходимо использовать понимание лот. Стандартный лот равен 100 тысяч единиц какой-то базовой валюты. То есть, например, на евро это 100 тысяч евро. В фондовых рынках лот может означать конкретное количество акций в пакете. Например, одна акция. То есть одна акция S&P, одна унция золота, один лайткоин. Да, то есть в крипте там особо ничего не меняется. И когда у вас умножается вот это все на 100 тысяч, вы можете потом посчитать, можно ли купить половину лота. Например, на евро вы можете открыть минимальную позицию 0,01 лот. То есть в данном контексте вы берете кусочек евро, вы не берете весь размер стоимости лота. Точно так же, как вы можете купить кусочек криптовалюты. Вам не нужно покупать один лайткоин, один биткоин. Вам нужно купить маленький кусочек, минимальный кусочек, который зависит от биржи. На самом деле крипту можно купить на $1, то есть и там будет 0,00 сколько-то крипты. Поэтому это не является проблемой. Но, например, золото вы не сможете купить на всего лишь $1, потому что золото не продается таким маленьким лотом. Золото продается на 0,01 лот, и, по-моему, вам нужно купить, сейчас могу быть неправ, очень лень посмотреть, чуть позже мы разберемся, где это все смотреть. По-моему, вы можете купить только что-то типа на $45, да, то есть с плечом на 4,5 или на $45 золота, то есть это минимальный размер, который вы можете купить, то есть он, например, отличается. Хотя, например, по евро, чтобы мне открыть позицию, мне достаточно на балансе, например, с плечом 100, где-то там $5, даже меньше, чем $5. Вот что у нас есть на графике. Зная вот эту базовую информацию, мы можем с вами уже начинать более точечно смотреть на график. Самое главное, что я хотел вам донести, это то, что график является отражением эмоций, которые уже произошли, которые уже реализовали другие участники. Если вы будете на данное действие смотреть с этой точки зрения, скорее всего, ваш путь в трейдинге окажется не таким сложным, как у большинства. Обязательно поделитесь комментариями, что еще нужно разобрать на графике, что нужно объяснить, что нужно показать. Ваши комментарии будут очень полезны для того, чтобы я выполнил цель данного канала. У YouTube есть новый безумный алгоритм, с помощью которого они точно знают, какие видео вы бы хотели посмотреть следующим, основываясь на искусственном интеллекте и на вашем поведении при просмотре. И алгоритм говорит, что это видео идеальное видео для вас. У всех, кто его смотрит сейчас, все по-разному. Посмотрите это видео, и я готов поспорить, что это именно то видео, которое вы бы хотели посмотреть именно сейчас.